Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим быстрые творожные булочки с клубникой и вишней. Такие булочки готовятся на бездрожжевом творожном тесте, которое делается буквально за 5 минут. Получаются мягкие, ароматные и воздушные мини-булочки на завтрак или в школу. Расскажу, как сделать стабильную начинку, чтобы не вытекало с ягодами даже с рулетиков. Тесто универсальное и подходит для разнообразной выпечки, как сладкой, так и соленой. Я начинаю, а вы не забудьте сохранить вкусный рецепт пышных творожных булочек. В миску всыпаем 200 граммов творога. Творог должен быть пастообразный. Если он у вас, как у меня, сухой, вот такими вот кусками, тогда нужно взбить блендером, либо перетереть через сито. Взбить нужно до вот такого вот пастообразного мягкого состояния. Всыпаем 80 граммов сахара. Сахара можете добавить 50 граммов, но если любите послаще, можно и 100 граммов. Вливаем 100 мл молока и тщательно перемешиваем. Вливаем 25 мл растительного масла. Добавляем щепотку соли и 1 пакетик ванильного сахара. И снова все перемешиваем. Это тесто можно приготовить без яиц. В таком состоянии уже оно готово к замесу. Можно добавлять муку, разрыхлитель и вымешивать тесто. Но мы приготовим с одним яйцом. Вбиваем одно яйцо, разбалтываем и вливаем в тесто. Снова все перемешиваем. Далее гасим соду уксусом. Пол чайной ложки соды. Уксусом примерно пол столовой ложки. Вливаем и перемешиваем. Далее добавляем муку. Муки, если без яйца, 260 граммов, а если с яйцом, тогда 300-350 граммов. Просеиваем в тесто порционно и вымешиваем. Вымешиваем ложкой, пока позволяет тесто, а далее будем вымешивать рукой. Должно получиться очень мягкое, эластичное тесто, не липнущее к рукам. Ложкой уже вымешивать неудобно, вымешиваем рукой. Тесто уже хорошо вымешалось, не липнет к рукам, очень мягкое и эластичное. Вот такое вот тесто получается. У меня ушло муки 290 граммов, это с яйцом. Оставляем его отдохнуть минут на 5-10, пока будем готовить начинку. В миску всыпаем 200 граммов творога. И снова, если творог пастообразный, тогда не нужно его взбивать блендером. А если такой, как у меня, крупинками, либо кусками, тогда взбиваем хорошо блендером до мягкого состояния. В творог добавляем пол пакетика ванильного сахара, столовую либо 2 столовых ложки сахара, в зависимости, насколько любите сладко. Я добавлю 1,5. И для того, чтобы начинка не вытекала, добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала, можно картофельного. И все тщательно перемешиваем. Вот такими вот перетирающими движениями. В эту начинку можно добавить курагу, изюм, чернослив, все, что вам нравится, но не очень жидкое. Я буду добавлять в одну часть клубнику, а в одну часть консервированную вишню. Припыляем стол мукой и раскатываем тесто в тонкий пласт. Если будете сворачивать рулетиками, тогда нарезаем прямоугольники. А если захотите завернуть все-таки края, тогда нарезайте квадратами. Из этого количества теста у меня получилось 15 булочек.
Для начинки я буду использовать творог, который мы сделали, и вишню без косточек консервированную, и клубнику. Но клубнику в таком виде добавлять нельзя. Ее нужно нарезать тонкими вот такими вот полосочками и добавить туда сахара и крахмала, чтобы они тоже не вытекали из рулетиков. Клубнику присыпаем чайной ложкой крахмала и чайной ложкой сахара. Перемешиваем. В таком виде уже можно добавлять начинку. Она не потечет. На прямоугольнике добавляем по чайной ложке творожной начинки. И по несколько кусочков клубнички, по пару вишенок. И сворачиваем в рулетик. Такие вот рулетики получаются. Если вы боитесь, чтобы начинка все-таки не выбежала, тогда раскатывайте не прямоугольники, а хорошие такие квадраты. И уголки заворачивайте. Кладем на пергамент, но удерживайте дистанцию, хотя бы пару сантиметров, потому что они немножечко подойдут. Готовые рулетики выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Кстати, смазывать эти рулетики ничем не нужно. Горячий, но очень вкусный. Пока и ставьте лайк. Ну что, друзья, творожные булочки-рулетики готовы. У нас получились и с вишней, и с клубничкой. И основа творожное тесто и творожная начинка. Давайте пробовать. Так, какой бы нам взять? Какой-то самый красивенький. Так, у меня с вишенкой попался. Так, все, булочки я распробовала. Это очень такая вот легкая выпечка. Мне очень нравится творожное тесто. Оно получается очень мягким, ароматным и не тяжелым. Начинка творожная, это вообще по стандарту. Но единственное, что я бы поменьше крахмала сюда добавляла, потому что, она и так, благодаря творогу, стоит уже в пирожке, не вытекает. А так как за счет мы крахмала загустили, то она вообще прям стала вот даже мне немножечко резиноватая. Поэтому добавляйте вообще может чайную ложку крахмала максимум на то количество начинки, которое мы делали. А так, конечно, и вишенка, и клубничка, прекрасно гармонируют в этих пирожочках. А что еще вот такого особенного? Можно сделать в виде рогаликов. Тоже я так иногда пеку с похожим тестом и похожей начинкой. Получается очень вкусно. Как я уже говорила, дополнительную начинку можно добавить и курагу, изюм, там орешков, что-то поэкспериментировать. Абсолютно все, ничего не вытекает. Мне все очень нравится. Пирожочки очень вкусные, можно приготовить на завтрак, так как они бездрожжевые, готовятся очень просто, очень быстро. Ну и, конечно же, можно дать деткам в школу.
Можно приготовить в мини-вариантах, как печенечки такие небольшие, скрутить рулетиками. А если вообще начинки нет, можно притрусить корицей, сахаром и скрутить вот такие вот творожные рулетики. Будет тоже безумно вкусно. Так что всем рекомендую к приготовлению. Обязательно попробуйте эти творожные пирожки, булочки, рулетики. Всем огромное спасибо, кто досмотрел меня до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!